Всем привет! Сегодня у нас расклад. Какое прошлое ты бы изменила? А на что именно ты изменила? И давайте в долгий ящик откладывать, я думаю, не будем. Сразу начнем наш расклад. Единички. Как всегда, передо мной бумажка с вопросами. И первый у нас вопрос: какое прошлое решение или событие ты бы всего больше хотела изменить? Ну, знаешь, по картам ты бы, знаешь, куда вернулась? Где сказала «да», когда внутри все кричало вот прям «нет». Это, знаешь, это был такой момент, когда надо было вот при своем остаться. Не соглашаться, не уступать, не притворяться, что там все нормально у тебя. Но ты проглотила саму себя, как будто тебя самой нет. Просто, чтобы не поссориться, чтобы не подвести, да, чтобы трудной не быть. Вот ты тогда выбрала не себя, ты выбрала спокойствие. Причем чужое спокойствие. И вот с того самого момента ты как будто перестала жить своей жизнью. Потому что, знаешь, вот дальше все шло по накатанной. Ты условия приняла, которые вообще не твои. Пошла по пути, который вообще не твой. И даже когда внутри все разваливалось, ты делала вид, что так и надо. Потому что ты уже сказала «да». А значит, вроде как назад нельзя, да? Только знаешь, можно. Просто тогда оказалось, что вот нельзя. Ну, потому что страшно было, потому что вдруг подумают, что ты там нестабильная, капризная, несерьезная, и ты вот выбрала надежность, даже если она была без радости. Она даже была без тебя. И вот в этот момент он самый обидный. Ты себя предала там. Не кто-то другой, ты сама. И не потому, что ты плохая, а потому, что устала бороться. Ты хотела просто тишины, хоть какой-то опоры. А теперь хочешь вернуться и сказать как есть, и не быть удобной. И собой остаться, а не в чужом каком-то сценарии. Какие чувства стоят за этой мечтой о дороге назад? Обида, конечно. Причем на себя. Потому что вот ты все это время знала, что ты делаешь не то, но все равно делала. Не потому что не понимала, а вот как раз наоборот. Ты все прекрасно понимала. Просто вот, как сказать, не хватало сил вырулить. И теперь ты злишься не на других, на себя. За то, что прогибалась, за то, что терпела, за то, что знала и все равно туда шла, где тебе плохо. А сейчас сожалеешь, что раньше не остановилась. Что шанс за шансом давала, когда надо было просто уйти. Время тратила на то, чтобы удержать то, что вообще не стоило твоего внимания. Что терпела, когда надо было себя защищать. Ты это помнишь не как один момент, а как вот цепочку. Как будто все было разложено по полочкам, а ты просто каждый раз выбирала не туда. И теперь вот смотришь назад, да, и хочется вытащить себя оттуда. Не дать себе пройти через все вот это, что прошло. Ну, поздно уже. А еще, кстати, вина. Не за то вот, что ты кого-то обидела, а за то, что ты себя подвела. Потому что ты могла по-другому все. Могла быть честней, могла быть смелей, но не была. И теперь вот думаешь, а если бы тогда, а если бы я сделала все иначе? И вот каждый раз в голове у тебя одно и то же крутится. Хотя, знаешь, назад дороги уже нет. Просто тебе тяжело принять, что самое важное ты не сказала, да и не сделала. Вот это и давит на тебя. Как фокус на прошлом мешает тебе жить настоящим и строить будущее? Ну, знаешь,
по картам ты сейчас так живешь, как будто все повернуть обратно можно. Как будто все еще можно передумать, да, все отменить, исправить и так далее. Из-за этого ты не строишь ничего нового, потому что в голове крутишь только старое. Новое — это же для тебя риск, это ведь движение вперед, а ты все еще как будто стоишь там вот в этой точке замершей, да, и ждешь, что он вернется. Что все повернется, будет шанс переиграть, а нету его. Шанса нету. А сама ты себе двигаться не даешь, потому что до сих пор живешь как будто в долгу перед той собой. Ты хочешь не просто пойти дальше, нет, ты хочешь сначала все вернуть, разобраться, чтобы потом уже с чистым сердцем, как говорится, в новую главу. Только знаешь, так не работает. Пока ты все еще там, ты не можешь быть здесь. Ты уже даже не пробуешь, потому что, знаешь, все кажется не тем, что ли. Все не радует, ничего не вдохновляет, потому что ты сравниваешь. Потому что все внутри пронизано вот этим вопросом: а если бы я тогда поступила иначе? И все, что ты делаешь, как будто веса не имеет, потому что ты не отпустила ту ситуацию. Ты не прожила ее до конца, не отпустила злость. Да что там, не поплакала по-настоящему. И не признала, что было больненько. Ты как будто, знаешь, застряла в этом промежутке, да, уже не там, но и не здесь. Понимаешь? А жить — это быть здесь. Что поможет тебе принять, что прошлое изменить нельзя? И уроки. Ну, знаешь, перестать ждать нужно, что там кто-то скажет, ты все правильно сделала. А никто не скажет. Не будет вот этого вот реванша, компенсации не будет. Не будет такого момента, когда все станет на свои места. Это ты должна решить, что хватит. Что уже все только тебе решать. Понимаешь? Только тебе решать, что ты больше не будешь зависать в этой точке. Знаешь, перестань себя жалеть. Но не в смысле там жестко к себе относиться, а вот в смысле нужно признать, что все, что ты тогда сделала, ты сделала потому, что не могла по-другому. Не потому, что слабая, а потому, что на тот момент это был твой максимум. И хватит себя долбать за это. Тебе, знаешь, нужно отрезать эту историю. Не забыть, не вычеркнуть, нет, а отрезать. Вот как ножницами ленточки перерезают же, когда чего-то там красиво открывается. Вот тебе так же перерезать надо. Сказать самой себе: да, это было, да, там я ошиблась, да, я чувствую, что там неправильно поступила, но я больше туда не возвращаюсь. Я больше не в долгу перед собой. И начинай строить свою жизнь с позиции: а теперь я знаю, как было бы, да? И не с позиции ни в коем случае там я и все испортила и так далее. Нет. Ты получила опыт. И тот опыт, знаешь, он был не для того, чтобы ты себя мучила, а для того, чтобы ты больше не делала то, что идет против тебя. Понимаешь? Чтобы ты слышала себя и жила уже свою жизнь, а не чужую ту. Обязательно подписывайся на канал, жмякай на колокольчик, и давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Двоечки, как всегда, передо мной бумажка с вопросами, чтобы я куда-то не ушел, чтобы я куда-то ничего-то не забыл. И первый вопрос: какое прошлое решение или событие ты больше всего хотела бы изменить, если бы могла? Ну, знаешь, по отшельнику и по восьмерке мечей это ужас какой-то. Ты закрылась, тут по-другому никак не скажешь. Ты прям буквально, не в переносном смысле, ты буквально закрылась. Когда вот все внутри просило о помощи, поддержки, хотя бы вот одного разговора честного, ты выбрала молчать.
Ты решила, что лучше справляться одной, чем там выглядеть слабой или неудобной. И это была та точка, когда можно было пойти по другой дороге. Но ты не пошла по дороге, ты даже не вернулась, ты просто ушла внутрь себя. Звонить перестала, на сообщения не отвечала, отпихнула вот всех, даже если они повода не давали. А потом осталась одна и делаешь вид, что тебе так даже удобней. Только это был не выбор, это тупик был. И ты не освободилась, ты глубже закопалась. Сейчас бы ты вот изменила именно это, то, что ты не сказала, что тяжело, что не попросила остаться, что право себе не дала быть уязвимой. Ты знаешь, ты слишком быстро поставила крест на себе, причем в глазах других. И все это было не потому, что тебе нравилось одиночество, а потому что ты реально не видела выхода, но он был. Просто знаешь, тогда ты слишком запуталась в своей голове и сама себе в ней устроила ловушку. Все выглядело как будто вот как отказ вот этот от мира, как будто он был осознанный. А по сути это была просто усталость, загнанность и страх быть снова брошенной. И вот теперь ты сидишь с этим грузом, который можно было бы давно уже вытащить наружу и выдохнуть, да, но он прирос, вот как горб. В той точке можно было свернуть в другую сторону, но ты выбрала замолчать. И вот ты до сих пор там, в том решении. Не физически, а внутри. Все, что потом происходило, это уже последствия. Какие чувства вина, какие чувства стоят за вот этой мечтой о дороге назад? То есть почему ты мечтаешь? Потому что злишься на себя. Но эта злость, она, знаешь, какая-то не активная, а она усталая. В ней энергии нет, только тяжесть. Ты вот часто думаешь, что все могла бы сделать там иначе, если бы была тогда вот, как сказать, умней, мудрее, уверенней. Все время ты в голове прокручиваешь, а если бы я тогда? И каждый раз на ту же внутреннюю боль наступаешь, как на очередные грабли, только грабли одни и те же. У тебя обида, что тебе никто не подсказал, не вытянул за руку. Но еще сильнее ты злишься, что ты не догадалась сама, не научилась вовремя, и тут драмы нет, это ровная тупая боль. Такая вот, которая как будто вот она легла, как слой ила, да, и встать не дает, как болото. И вот ты ощущаешь, что время потерял, возможности ушли, кто-то ушел из жизни, кто-то просто исчез. А ты осталась в точке, где все закончилось, и никак не можешь встать. Не говорю уже про то, что начать сначала. Кажется, как будто ты вот проспала целый кусок жизни, что ли. А когда проснулся, уже поздно. Как вот был фильм, который называется «Ходячие мертвецы». Тоже проспал, проснулся, а уже поздно. И ты не можешь простить себе вот эту паузу. Это, знаешь, это внутреннее состояние под названием вот «я все упустила», и оно тебе жрет каждый день. Ты не просто жалеешь, ты как будто не веришь, что после такого можно хоть что-то построить. Вот из-за этого ты все время возвращаешься в прошлое. Как будто ты пытаешься там что-то починить, но ты не починишь. Все уже прошло. Все уже произошло, и ты даже вот, как сказать, даже если будешь ползти в ту сторону, ты уже не вернешься. Той точки не вернуть. В голове ты лежишь в той точке и встать не можешь. Потому что ты не понимаешь, как жить после вот этой ошибки, которая, как тебе кажется, там перечеркнула всю твою жизнь. Как фокус на прошлом мешает тебе жить сейчас? Ну, ты постоянно в обороне сейчас. Внутри напряжение, как будто вот каждую минуту надо доказать, что ты не сломалась, что ты там справляешься. На самом деле, ты знаешь, ты просто всегда наготове. Как будто ждешь нового удара, там новой потери даже. И ты не веришь, что можно просто жить спокойно.
Поэтому ты ничего не строишь, а только отражаешь там страхи, критику, мысли. Даже если кто-то рядом, ты уже мысленно готовишься к тому, что вот все пойдет не так. То есть расслабиться себе не даешь вообще. И вот в этом постоянном напряжении ты не живешь, а выживаешь. Ты как будто в бою постоянно. Только знаешь, в чем проблема? Врага-то уже давно нет. Но ты злишься, не доверяешь, зажата. Ты знаешь, ты не строишь планы, ты ставишь стены. И вперед ты не идешь, ты просто защищаешься от того, чего у тебя даже нет. Фокус на прошлом, знаешь, он стал твоей броней. Но под этой броней она тебе не по размеру. Под ней тебе нечем дышать. И даже если кто-то сейчас предложит что-то хорошее, ты не поверишь, потому что в прошлом ты доверилась и больно обожглась. Теперь ты все время проверяешь на прочность всех, вся и саму себя. Особенно саму себя, потому что ты боишься снова быть слабой. Из-за этого ты все еще в прошлом, потому что ты там проиграла. А сейчас ты просто не можешь перестать воевать. А ты уже выиграла, просто ты не заметил. Что поможет принять и прошлое, то, что изменить нельзя? Ну, знаешь, тебе признать надо, что ты уже не та. Ты не жертва, ты не потерянная, ты там не беспомощная. Все, что ты прошла, это не просто боль, это опыт. Но чтобы его превратить в силу, надо перестать себя жалеть. Не жалеешь, значит, не зависишь от вот этой старой истории. Все, что было, оно случилось. Ты заплатила свою цену. И вот теперь либо ты продолжаешь платить дальше, либо начинаешь жить как человек, который выжил и вырос. Ты ж не ребенок, который нуждается в спасении. У тебя все есть, чтобы построить свою жизнь так, как тебе надо, без оглядки, без вот этого страха, что что-то сломается, потому что ты уже знаешь цену падения, потому что ты была там. И сейчас ты не должна никому ничего доказывать. Но ты можешь себе разрешить жить и не из страха, а из силы. И это не про то, чтобы там простить, забыть, нет. Это про то, чтобы выйти из этого костюма старого, костюма сломленной женщины и действовать начать как человек, у которого есть выбор, а он у тебя есть. И момента не будет идеально. Не будет, что кто-то тебе там даст добро, силы великие сойдутся и так далее. Тебе никто не скажет, что все, можно быть счастливой, разрешаю. Потому что это только ты и решаешь. А ты уже заплатила за тот урок. Больше не плати. Возьми, что поняла, и строй. Но не по чужим правилам, а по своим. Обязательно подписывайся на канал, жмякай на колокольчик, и мы переходим к третьему варианту. Троечки, 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 засранки. Как всегда передо мной бумажка с вопросами, и чтобы я там никуда-то ни туда не ушел, чего-то не забыл, и написано еще, что не отвлекайся. Вот. Какое прошлое решение или событие ты хотела бы изменить, если бы могла? Ну, знаешь, ты реально перегнула. Ты, знаешь, ты взвалила на себя кучу всего, хотя в глубине души ты знала, что ты не справляешься. Ты не хотела показаться слабой. Тебе вот важно было доказать, как себе, так и другим, кому угодно, что ты железная, что ты вот все вывезешь, что держать вот этот контроль долбанный можешь, что лицо не потеряешь.
Но знаешь, проблема не в том, что ты устала или сорвалась. Нет, проблема в том, что ты позволила этому состоянию затянуться. Ты слишком долго была в этом напряжении, в этой бесконечной гонке «надо, надо, 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 надо». И вот в этом ощущении, что тебе все время кто-то что-то должен. На самом деле, единственный твой должник — это ты. Ты сама себе задолжала. Ты задолжала себе свободу, честность, жить. Ты продолжала отношения, работу, вот этот привычный режим свой, зная, что они тебе разрешают, но тебе было страшно остановиться. А потом пришел момент, когда ты просто продалась. Не за деньги, нет, ты сама себя сдала. Смолчала, когда нужно было сказать. Уступила, когда надо было встать и уйти. И сейчас ты злишься на себя. Но не из-за того, что все закончилось плохо. Нет, ты злишься, потому что сдала себя в аренду. Позволила кем-то управлять. И теперь все внутри кричит. Зачем я это допустила, да? Вот это бы ты изменила, если бы могла. Не факт, что результат был бы другой, но ты бы хотела бы там самой собой осталась. А сейчас тебе даже не столько хочется вернуть все назад, сколько просто вытереть из памяти, выдрать этот момент, когда ты предала себя ради иллюзии стабильности. Вот его тебе до сих пор не дает отпустить. Потому что внутри ты тогда умерла чуть-чуть, не до конца. Чувства какие? Ну, знаешь, чувства... Ты сейчас не просто сожалеешь, ты бесишься внутри. На себя, на него, на жизнь на свою. Причем вот эта злость, она не громкая, не та, которая вот орет, посуду кидает, истерики, траляляшки всякие. Она у тебя такая тихая, затаенная, как будто ты вот каждый день просыпаешься, а у тебя под кожей зудит. Вот прям как будто под кожей кто-то тебе говорит: ну как ты могла это позволить? И вот в тебе живет ощущение, что тебя тогда не услышали, не поняли и сказать не дали. И ты сама тоже молчала. Ты уступила, ты подстроилась. А теперь это чувство, оно застряло. И обида. Но обида, она не просто на того человека, который тогда вел себя холодно. Ты на себя больше обижена, что проглотила. Не встала, не сказала «стоп», так со мной нельзя, не ушла. И все, что ты тогда не сказала, теперь внутри сидит. Как кусок недожеванный, который в горле застревает же, печенька. Как сухую печеньку заглотнуть? Это крекер. Вот ты носишь этот крекер у себя в горле. Как не знаю что, таскаешь за собой и запить не хочешь. Поэтому тебе так важно вернуться назад не ради событий, а ради себя в тех событиях. Тебе хочется переписать не результат, а реакцию. Потому что именно она теперь тебя ест. Вот ты выглядела сильной, но внутри тебя все переломало. А теперь ты хочешь вернуть себе ту силу, которой тогда вот не хватило. А еще ты чувствуешь вину за то, что пошла на компромисс. Когда надо было себя отстаивать, ты пошла что? На компромисс. И вот ты простить себя не можешь. Не его, там не обстоятельства, именно себя. Это чувство, как будто вот ты сама себя в спину ударила. Вот оно и не отпускает тебе. Вот это ощущение «я себя предала». Как мешает жить? Ну, потому что ты сейчас, знаешь, живешь с таким ощущением, что нужно быть сильной. Вот все время. Слишком сильной, слишком контролирующей, слишком наготове. Все слишком, слишком, слишком. Это как будто у тебя в голове живет такая установка «я себя не дам больше сломать». И вроде бы все нормально, но ты перегнула. Ты теперь не открываешься даже тем, кто рядом, даже себе. Ты ведь делаешь, что там
все под контролем, что ты все вытянешь, все уладишь, всех спасешь. Но знаешь, правда в том, что ты просто больше не позволяешь себе быть живой. Ты не позволяешь себе довериться. Не потому, что не хочешь, нет, потому что боишься. Боишься, что если ты еще раз расслабишься, снова кто-то зайдет и все внутри сломает. И в итоге ты не живешь, а защищаешься. Ты не строишь ничего нового, потому что внутри все еще идет разборка с прошлым. Она, знаешь, как будто вот сидит у тебя за плечом, да и комментирует каждое твое решение, как комментатор. Вот здесь ты раньше лоханулась, не повтори. А вот тут ты была слабой. Теперь нельзя, не вздумай. И вот знаешь, пока будешь смотреть, оглядываться на те ошибки, ты не видишь, что вокруг жизни уж совсем другая. Люди другие, возможности другие. Но ты знаешь, ты все еще ведешь себя так, как будто вот в прошлом, как будто вот война не закончилась. А она закончилась. Просто ты знаешь, ты все еще в броне. И пока ты не снимешь с себя вот эту тяжелую броню, ты не дойдешь ни до кого, ни до себя, ни до любви, ни до новой жизни, ни до нового ничего. Потому что жить — это не про то, что всегда держать что-то в кулаке. Жить — это вообще не про кулак. Понимаешь? Что поможет принять? Ну, знаешь, ты достаточно уже выросла, чтобы себе признаться, то, как ты тогда жила, было не про тебя. Это вообще не было твоей жизнью. Ты знаешь, ты была в режиме ожидания, что кто-то справится, там, что все наладится, что станет легче, а не становилось. Потому что ты не была на своем месте. Ты сейчас можешь вот оглянуться назад и честно сказать: да, я тогда вот потратила время, да, я осталась там не при делах, но зато теперь я знаю, что больше я туда не вернусь. И это, по сути, твоя точка силы. Не память, не там жалость к себе, ни в коем случае, а вот это твердое понимание: так, как было, больше не будет. И ты не будешь больше никому ничего доказывать, не будешь ждать, пока кто-то что-то поймет, там, оценит, исправится, прощения попросит. Нет. Ты сама себе теперь можешь создать ту жизнь, в которой тебе спокойно. Пусть не идеально, пусть не сразу, но без предательства себя. Вот это знание и есть то, что тебя держит на плаву. Не мечта там все переиграть, а спокойная уверенность. Я могу построить лучше. И не из злости, и не назло кому-то, а просто потому, что ты теперь другая. Твоя задача там не простить, не забыть, не по полочкам разложить, нет, а просто больше не брать туда билет. Не звони туда внутри, не проверяй, не изменилось ли что-то. Оно не изменилось. А ты изменилась. И вот в этом весь смысл.